Приветствуем вас на канале NeExpert. Мы провели тщательное исследование, сравнили множество моделей и готовы поделиться с вами рейтингом лучших мониторов до 10 тысяч рублей в 2024 году. Разумеется, цена может меняться в зависимости от региона или воли продавца, поэтому советуем проверять предложения от всех магазинов. На момент создания ролика каждая модель вписывается в заданный бюджет. Сам рейтинг не выделяет явных лидеров, поэтому места всего лишь формальность. В общем, если вы хотите всегда быть в курсе самых свежих и полезных обзоров, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Давайте начнем. Шестое место. Huawei SSN24. В самом начале разберем монитор от Huawei, посмотрим, что он предлагает и почему может стать вашим новым любимцем на рабочем столе. Начнем с того, что это 23,8-дюймовый LCD IPS-дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 16 к 9 и угол обзора в 178 градусов позволяют вам получать отличное изображение под любым углом. Цвета здесь на высоком уровне благодаря цветовому охвату P3, покрывающему 90% спектра. В общем, картинка сочная и насыщенная, будто вы находитесь в кинотеатре. Экран почти безрамочный, что не только добавляет стиля, но и дает больше полезной площади для работы или игр. Соотношение экрана к корпусу составляет внушительные 92%. Переходим к производительности. Частота обновления у этого монитора 75 Гц, и с технологией AMD FreeSync картинка будет плавной, без всяких рывков и разрывов. Если вы геймер, то оцените это по достоинству. Что касается здоровья глаз, здесь Huawei постарались. Mate View – первый монитор, получивший сертификат SGS за комфорт для глаз. Плюс у него есть сертификаты TÜV Rheinland за низкое излучение синего цвета и отсутствие мерцания. В общем, ваши глаза скажут спасибо. Монитор еще и удобный в использовании. С 5-позиционным джойстиком навигация по меню проста и интуитивно понятна, а набор портов включает HDMI и VGA, упрощая подключение к любым устройствам, будь то ноутбук, ПК или игровая консоль. Для любителей точных настроек хорошая новость. Mate View SSN24 предлагает индивидуальную калибровку для точной цветопередачи. Каждый монитор проходит профессиональную калибровку на заводе, так что цвета будут идеальными прямо из коробки. Из минусов можно отметить, что яркость у этого монитора 250 нит. Для большинства задач этого хватит, но в очень ярком помещении может быть недостаточно. Также, если вам нужен ультравысокий уровень разрешения, Full HD может показаться немного недостаточным по сравнению с современными 4К дисплеями. Пятое место занимает Philips 243 V7 QSB 2.0. Черный корпус с текстурированной отделкой выглядит вполне современно. IPS-панель обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора по 178 градусов в любом направлении. Независимо от того, работаете вы над документами или смотрите фильмы, картинка будет качественной и стабильной. Разрешение 1920 на 1080 позволяет наслаждаться четким изображением, а яркость в 250 кандел на метр квадратный и контрастность 1000 к 1 добавляют сочности цветам. Пиксельная сетка 0,275 на 0,275 мм и плотность пикселей 93 ppi обеспечивают хорошую детализацию. Монитор имеет время отклика 4 миллисекунды от серого к серому, чего достаточно для большинства динамичных сцен в фильмах и играх. Вам не придется беспокоиться о задержках или размытии. Отдельно стоит отметить режим снижения синего цвета и отсутствие мерцания. Это значительно снижает нагрузку на глаза, особенно при длительном использовании, делая работу за компьютером более комфортной. С подключением тоже все в порядке. Есть входы VGA и DVI-D, поддержка раздельной синхронизации и синхронизация по зеленому. Наклоняется экран от -5 до 20 градусов, так что вы сможете настроить его под себя. Энергопотребление монитора составляет 14,13 Вт в активном режиме и всего 0,5 Вт в режиме ожидания. Монитор идет в комплекте с необходимыми кабелями и документацией для быстрой настройки. Он также соответствует ряду экологических стандартов, включая Energy Star 8.0, и сделан из перерабатываемых материалов. Это может быть дополнительным плюсом для тех, кому не безразличен экологический вопрос. Четвертое место – ViewSonic VA2432H.
Итак, у нас 24-дюймовый монитор с технологией IPS и разрешением Full HD. Картинка выглядит четкой и насыщенной благодаря поддержке 16 миллионов 700 тысяч цветов и 8-битному цветовому пространству. А широкие углы обзора в 178 градусов позволяют наслаждаться яркими цветами с любого места перед экраном. Для геймеров тут есть одно важное преимущество – время отклика всего 1 миллисекунда. Добавьте к этому частоту обновления 100 Гц, и вы получите плавное и быстрое изображение без задержек для динамичных игр. Еще одна полезная функция – защита глаз. Фильтр синего цвета и технологии без мерцания позволяют меньше уставать, когда проводишь перед монитором много времени. Плоская панель с антибликовым и твердым покрытием справляется с отражениями и дает четкое изображение даже при ярком освещении. У монитора есть порт HDMI 1.4, VGA и аудиовыход 3,5 мм. Это позволяет легко подключать различные устройства. Энергоэффективность здесь тоже не подкачала. В эко-режиме монитор потребляет всего 15 Вт, а на максимальной мощности 25 Вт. Монитор можно наклонять вперед и назад, чтобы подобрать удобный угол для работы или игр. Эта функция может показаться незначительной, но в долгосрочной перспективе она спасет вас от лишнего дискомфорта. Ну и напоследок поговорим о надежности. Подсветка у монитора рассчитана на 30 тысяч часов работы, что означает долгий срок службы. Он также сертифицирован по множеству стандартов качества и безопасности, таких как CE и RoHS. Третье место – Xiaomi Redmi Gaming Monitor G24. Начнем с главного – частоты обновления 165 Гц. Это не просто цифра на бумаге, это реальная разница в плавности и отзывчивости игры. Быстрые движения и резкие повороты – все это будет выглядеть гладко. Добавим сюда время отклика 1 миллисекунда, и вы получите практически идеальную картинку без размытия и задержек. Дисплей у нас VA-матрица с разрешением 1920 на 1080, контрастность у матрицы 3500 к 1, черный цвет действительно глубокий, а яркие цвета насыщенные. Монитор охватывает 120% цветового пространства sRGB, так что цвета будут красочными и точными. Поддержка HDR10 добавляет еще больше реализма в вашу игру. Особенно хочется отметить технологии Adaptive Sync, которая поддерживает как G-Sync, так и FreeSync. Это значит, что изображение будет синхронизироваться с вашей видеокартой, избегая разрывов и дрожания. В динамичных играх это просто незаменимо. Что касается дизайна, монитор выглядит стильно и минималистично. Он отлично впишется в любой игровой сетап. Smart Hub для управления кабелями помогает держать стол в порядке. Правда, встроенных динамиков тут нет, но для большинства геймеров это не проблема, ведь многие предпочитают свои наушники или колонки. Эргономика подставки позволяет только наклонять экран, но если вам нужны дополнительные настройки, можно использовать крепление веса. Долгая работа за компьютером может напрягать глаза, и здесь Redmi G24 тоже находит решение. Технология глобального затемнения DC устраняет мерцание экрана, а режим снижения синего цвета уменьшает нагрузку на глаза. Можно играть часами без особого дискомфорта. Конечно, есть и минусы. Углы обзора не такие широкие, как у IPS-матриц, вертикальный угол около 80 градусов. И хотя разрешение 1080p отлично для игр, для тех, кто занимается видеомонтажом, может не хватать плотности пикселей. Второе место – Thunderobot DF27F75. А сейчас представляем вашему вниманию модель от компании, которая является официальным партнером команды Virtus.pro. Давайте разберемся, чем же хорош данный монитор и какие у него слабые стороны. Начнем с самого экрана. У него диагональ 27 дюймов и разрешение 1920 на 1080. Это Full HD, и для большинства задач его хватит с головой. Цвета благодаря IPS-панели яркие и насыщенные. Углы обзора широкие, 178 градусов по горизонтали и вертикали. Картинка остается четкой даже при взгляде сбоку. Цветопередача у этого монитора тоже на уровне. Покрытия цветового пространства составляет 72% NTSC. Не рекордный показатель, но для работы и развлечений вполне достаточно. Яркость 280 нит и контрастность 1000 к 1 позволяют наслаждаться глубокой картинкой, где черные цвета действительно черные, а белые яркие.
Тонкие рамки с 3 сторон придают ему современный вид, который отлично впишется в любой интерьер. Плюс матовое покрытие экрана поможет избавиться от бликов, если ваш рабочий стол находится рядом с окном. А вот с подключением все немного проще. Есть один порт HDMI 1.4 и один VGA. Это все. Нет USB-портов, нет DisplayPort и HDMI 2.0 тоже нет. Для большинства пользователей этого хватит, но если у вас много устройств, придется искать переходники. Монитор заботится о ваших глазах с помощью технологии Low Blue Light, которая снижает нагрузку при длительной работе. Время отклика в 5 миллисекунд с функцией Overdrive отлично подходит для повседневных задач и игр. Единственное, что может не понравиться, это отсутствие регулировок. Можно наклонить экран от -5 до +15 градусов, но нет возможности регулировать по высоте или поворачивать его. Если вам нужна максимальная гибкость, это стоит учитывать. Зато с энергопотреблением все отлично. В рабочем режиме он потребляет 35 Вт, а в спящем менее 0,5 Вт. Как итог, этот 27-дюймовый IPS-монитор предлагает хороший баланс между качеством и ценой. Если вы не ищете ультрапрофессиональное устройство и готовы смириться с некоторыми ограничениями, этот монитор может стать отличным выбором для вашего рабочего стола. Первое место. Lime Z270 Z White. Монитор выделяется стильным белым корпусом. Трехстороннее безрамочное оформление дает больше экранного пространства. Экран у него 27-дюймовый с разрешением 1920 на 1080. Будь то работа, просмотр фильмов или игры, этот монитор справляется на ура. Цвета на IPS-панели яркие и точные, а углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали. Одной из главных фишек является технология защиты зрения. Если вы много времени проводите за компьютером, ваши глаза скажут вам спасибо. Яркость у экрана 250 кандел на метр квадратный, стандартный показатель, который обеспечивает хорошую видимость даже при ярком освещении. Контрастность 1000 к 1 и динамическая контрастность 100 М к 1 делают картинку сочной и насыщенной. Для игр тоже подойдет. Время отклика 4 миллисекунды и частота обновления 75 Гц дают плавное изображение без разрывов и лагов. С подключением проблем не будет. У Lime есть порты DisplayPort, HDMI и VGA, так что подключать можно практически любое современное устройство. Аудиовход и разъем для наушников тоже в наличии. Теперь об удобствах. Встроенные динамики по 2 Вт подойдут для просмотра видео и видеозвонков. Конечно, они не заменят качественную акустику, но для базовых задач вполне достаточно. Регулировка ограничена, можно наклонять экран, но нет возможности регулировки по высоте или поворота. Матовое покрытие экрана и корпуса помогает уменьшить блики и придает стильный вид. Монитор совместим с креплениями веса, так что можно легко установить его на кронштейн для большей гибкости и удобства. Энергоэффективность на высоте. Потребление 25 Вт в рабочем режиме и всего 0,3 Вт в спящем. Это поможет сэкономить на электричестве. В комплекте идет все необходимое: блок питания, документация и HDMI кабель. Все, что нужно для быстрого начала работы. В общем, Lime Z270Z предлагает хорошее сочетание производительности, дизайна и цены. Если вам нужен надежный монитор для работы или развлечений, стоит обратить на него внимание. От бюджетных вариантов до более продвинутых моделей с высокими частотами обновления и технологиями защиты глаз. Выбор за вами. Учитывайте свои потребности, бюджет и предпочтения при выборе монитора. Пусть ваш выбор монитора приведет к комфортной и продуктивной работе или увлекательным игровым сессиям. До встречи в следующих видео.